Но я хотел бы вернуться к обсуждению самого важного направления для пациентов с постсоветских стран, а именно лечение онкологических заболеваний, поскольку вы озвучили, что порядка 50 пациентов, которые приезжают к вам на лечение, это пациенты, которые страдают онкологическими заболеваниями. То есть, когда мы говорим о онкологии, это, конечно же, мультидисциплинарный подход. Это, конечно же, и хирургическое лечение, и химиотерапия, и радиохирургия, либо радиотерапия. То есть многие направления, которые используются во всем мире. То есть каждая клиника, любая районная больница также использует, как правило, вот эти подходы к лечению онкологических заболеваний. Почему, на ваш взгляд, все-таки в немецких клиниках столь высокие показатели выживаемости, да, после онкологических заболеваний, минимальное количество осложнений после хирургических, пострадиохирургических? То есть за счет чего удается достигать вот столь высоких показателей? Я хочу сказать, что, безусловно, все начинается буквально с диагноза пациента, потому что, поставив диагноз, мы уже определяем 70% направленности вектора лечения пациента, с одной стороны. И за счет вот тех самых, уже упомянутых коротких медицинских шагов нам удается поставить даже очень сложный диагноз максимально в течение 5 дней. Это чрезвычайно короткая ситуация, которая не присуща даже большинству немецких клиник, особенно университетского толка. И связано это, конечно, с тем, что на территории клиник Асклепиус часто присутствуют собственные гистологические лаборатории, которые позволяют чрезвычайно точно определить именно иммуногистохимический, так сказать, анализ той или иной опухоли и дают таким образом возможность к быстрому действию. Это раз. С другой стороны, очень интересен также симбиоз хирургии и химиотерапии, потому что если раньше, соответственно, пациент считался априори неоперабельным, концепции операции больше никогда не возвращались, и пациент считался априори уже паллиативным, и так и шел, как паллиативный пациент. Сейчас эта концепция полностью изменилась за счет очень высокопродуктивных и качественных медицинских препаратов. Нам удается максимально консолидировать опухоль и сделать даже в некоторых случаях неоперабельного пациента операбельным, таким образом дав ему шанс не только на ремиссию, но даже в некоторых случаях и на полное выздоровление. Поэтому при 3-4 стадии онкологии, да, таким образом дает возможность развернуться практически на 180 градусов. И если мы сочетаем в себе различные аспекты, с одной стороны аспекты, связанные с хирургией, аспекты, связанные с химиотерапией, аспекты, связанные с лучевой терапией, любой, будь то стереотоксически точная или томотерапия, это дает нам возможность добиться чрезвычайно высокого результата и таким образом помочь пациенту даже в очень серьезных онкологических процессах. Да, я со своей стороны, конечно, могу только подтвердить ваши слова, поскольку и среди пациентов, которые обращались в Украинскую ассоциацию медицинского туризма, было достаточно много таких прецедентов, когда пациенты из 4-й стадии, которые обращались в клинике Асклепиус, получали медицинскую помощь, и, соответственно, мы и благодарны вам, Анжелика, и всему коллективу клиники, которые могли спасать человеческие жизни. Я хотел бы вернуться, вы озвучивали, что в течение 5 дней фактически может быть поставлен диагноз. То есть каким образом происходит вот данное оперативное принятие решений? Пациент, к примеру, может приехать в выходные дни. Каким образом происходит сервисное обслуживание данного пациента? Я хочу сказать, что мы работаем 24 часа, 7 дней в неделю, да, вот такого варианта, что мы работаем с 9 до 16, а потом, пожалуйста, не беспокойте, это не к нам. Это не типично для Германии. Постоянно, с утра и до вечера, и даже ночью, если это требует ситуация, поэтому мы принимаем пациентов в любое время, и если пациент приезжает даже в воскресенье, тем не менее мы уже используем этот день. В этот день мы берем у пациента очень большой лабораторный анализ, и как раз-таки к понедельнику, к утру уже готова практически вся картина, да, и биохимическая, и дифференциальная, и картина, соответственно, крови, и некоторые онкомаркеры, и репликанты, электрофорез крови, и мы уже точно видим, с кем мы имеем дело.
Да? Второй аспект заключается в том, что у нас есть вся палета инструментов для того, чтобы очень быстро взять любой забор, да, пробы того или иного опухолевого процесса. Это, соответственно, и возможность эндосонографии, и возможность изопунктирования через пищевод, и возможность, соответственно, через кожного пунктирования, и стереотоксически точный забор биопсии, скажем, структур головного мозга. Поэтому это очень-очень быстро, соответственно, осуществляется, и для проведения иммуногистохимического анализа нам нужно максимально 2-3 дня. И таким образом мы полностью укладываемся в эти рамки за 5 дней. И у нас есть конкретный диагноз за происхождение данной опухоли и уже конкретные предложения относительно проведения той или иной концепции лечения. Безусловно, дальше требуется дополнительное время для нивелирования, геномолекулярного ПЦР, тех или иных структур опухоли. Но это уже вопросы секундарные, которые могут скорректировать по времени, соответственно, ту или иную терапию. Но самое главное, это позволяет нам начать лечебный процесс очень быстро. Конечно, все мы, и провайдеры медицинского туризма, и все врачи, мы всегда просим пациентов следить за своим здоровьем, проходить вовремя диагностику, дабы не допускать развития болезни на крайние стадии. Всегда гораздо выше показатели выздоравливаемости, выживаемости, если человек вовремя обратился к врачу.